Привет. С детства я жила в частном доме. Для охраны у нас, как и у большинства соседей, была собака. Это была немецкая овчарка. Его звали Торик. Имя ему придумали родители со старшим братом. Торик был моим другом и первой собакой, которую я помню с пеленок. С виду он был очень грозным, но очень добрым внутри. У него была уличная будка, в которую я могла запросто залезть и играть там до посинения с киндерами. А вы помните, какие раньше были киндеры? Торик был не против такого расклада. Он либо ждал снаружи, либо подходил и проверял, как у меня дела. Ох уж эти дети. Торик долгое время терпел все мои детские шалости и игры с ним. Например, катание верхом на его спине, или мою охоту за его хвостом, или игру «Кто быстрее добежит до будки». А еще я учила его ходить на задних лапах. Представляю, что он когда-нибудь будет ходить как человек. Он относился с пониманием ко мне, глупому ребенку, служил верой и правдой. Иногда мы ходили с папой и Ториком на рыбалку на речку. Вот тогда ему было раздолье. Он счастливый бегал по берегу и купался в реке. У меня также были хорошие отношения с соседским псом-дружком, хозяевами которого были бабушка с дедушкой моей подружки детства, Оксаны. Дружок, так же как и Торик, был породы немецкая овчарка. Мы с подругой без страха играли с ним, бросали ему палочку, а он приносил. Также представляли себя в роли ковбоев и катались на спине. И, конечно, трепали по шерсти, что его больше всего радовало. Я все стерплю, мелюзга, только почешите за ушком. Как-то мы гуляли в компании детей, и кто-то сказал, что боится собак. Я не могла этого понять. Для меня они были добрыми и совсем не злыми. Но потом что-то пошло не по плану. Начну по порядку. У нас была традиция в поселке, где я росла, ходить на Пасху по домам и собирать пасхальные яйца. Иногда давали конфеты и печенье, шоколадки, газировку и даже деньги. В общем, отдавали кто что мог. Детей на Пасху ходило много. Очень много. И мы с Оксанкой всегда старались обойти весь поселок и собрать больше всех яиц. К тому же мама просила собирать крашеные яйца, когда наши уже заканчивались. Первый, я второй, как слышно. Прием. Это не учебная тревога. Второй, это первый, говорите. Тревога. Код красный, самый опасный. Срочно раздобудьте готовых яиц. Много яиц. Есть, мэм. Мы их раздобудем даже ценой разбитой скорлупы. Плен берем и битых, и крашеных. Напоминаю, почти у всех соседей были собаки, кроме квартирных домов. Мы открывали калитки и заходили без опаски во все дома, все дворы. Какие-то собаки с радостью приветствовали нас, какие-то не обращали внимания. Другие могли лаять, но они сидели на цепи, и было не страшно. Мы и подумать не могли о какой-то угрозе, что собаки могут среагировать по-злому. Мы ходили, и нам навстречу попались девчонки, которые сказали, что нашу соседку Юлю за ногу укусила собака. Ее повели в медпункт. Это меня заставило впервые задуматься о безопасности. Я истекаю кровью и умираю. У меня большие кровопотери. Да от такой раны ты отправишься прямиком в рай. Гангста-рай. Скорее, собачий рай. Вечером я поделилась этим случаем с мамой, а она рассказала про свою маму, мою бабушку, которая возвращалась с работы и решила срезать и пойти у рельсов железной дороги. Ни с того ни с сего ей навстречу побежала огромная черная собака. Она громко лаяла. Бабушка не обращала на нее внимания и продолжала свой путь. Со временем пес отстал, но бабушка была очень напугана. Эта история тоже заставила меня быть более внимательной по отношению к собакам. А я чё? Я ничего. Вообще-то, может, я заблудился и спрашивал дорогу.
Когда я училась во 2 классе, на лето поехала с мамой в гости к бабушке в другой город. Бабушка жила вместе с дядей. У дяди была собака Джина, породы ротвейлер. Она была очень мощная на вид. В один из вечеров я пошла в ванную, а после захотела погладить Джину. Она лежала в коридоре. Я нагнулась к ней, а она укусила меня за лицо. Я испугалась, пошла в ванную. В зеркале увидела, что на месте укусов пошла кровь. Я ее остановила холодной водой. Про этот случай не стала никому рассказывать, потому что пребывала в шоке. А эта ситуация произошла, когда я была постарше и училась в 9 классе. Проезжая по загородной дороге вдалеке, я увидела стаю собак. Я переехала на другую часть дороги, чтобы миновать их. Мы почти сравнялись, и на мое счастье навстречу проехала машина. Собаки сагрессировали и побежали вслед за ней. На месте машины могла оказаться и я. После того, как я проехала подальше и обернулась, то увидела, что собаки отдалялись от меня, но при этом продолжали оглядываться. Еще мы как-то катались с подругой на велосипедах в поселке летом. Доехали до мастерской с домиком охраны. На нас выскочила собака и стала лаять. Охранник в это время был у домика и даже ухом не повел, чтобы крикнуть пса. Мы решили уехать. Пес бежал за нами всю дорогу, вплоть до дома культуры. Это приличный путь. Вот это забег, вот это эмоции. В беге я чемпион и еще никому не проигрывал. Я говорила нельзя, а он не отставал и хотел укусить меня за ногу. Приходилось задирать ногу со стороны пса и крутить одну педаль другой ногой. Вот это развлекуха! Потом он отстал. Как-то раз мы с другом поехали на машине прогуляться в соседний город. Было темно и снежно. Проходя мимо колледжа, заметили впереди стаю собак, лежащую на дороге и тротуаре. Я захотела развернуться и идти в обратном направлении, но друг убедил, что ничего не случится. Как только мы приблизились к собакам, одна из них резко залаяла и побежала в нашу сторону. За ней метнулась вся банда. Друг не растерялся и с криком побежал на них. От неожиданности собаки рванули в рассыпную с диким визгом. Видимо, не ожидали такого поворота. Спасибо другу, что среагировал таким образом, иначе все могло закончиться плачевно. Может, вернемся и сдадим жару? Ну нафиг. Отец, ну ты видел? Какие-то психованные. Но самой триггерной ситуацией, после которой я стала бояться собак, оказалась после встречи с псом в незнакомой мне жилой зоне с частными домами. Было лето, я шла в платье и босоножках. Впереди меня спокойно лежал пес. Мимо него стала проезжать машина, и он как будто с цепи сорвался. Побежал за ней, а я как раз шла ему навстречу. Машина резко дала по газу и уехала, а пес переключился на меня. И я уже была готова, что он меня укусит и придется ехать в больницу. Вспомнила все правила поведения с агрессивной собакой. Старалась не шевелить руками, не смотреть в глаза. Продолжал спокойно идти, а он все не унимался. В таком состоянии мы прошли примерно 2 улицы. Я очень была напугана. Потом он отстал. Видимо, потому что стал отдаляться от своего дома. До сих пор испытываю страх и настороженность при виде собак, особенно весной. Весной они понтуются друг перед другом, пытаются покрасоваться своей силой и бесстрашностью. Пусть даже они будут напускными. Обязательно устраивают показательные выступления. Мы сегодня с вами узнаем, кто истинный альфа-самец. Но есть еще кое-что. Объясню на примере мышей. У мышей есть такое состояние, когда они переплетаются хвостами, и из них получается мышиный король. У собак есть нечто похожее весной, в период собачьих свадеб, когда они не могут расцепиться, и лучше эту свору обходить за километр. То еще зрелище. К так называемому собачьему королю я тоже боюсь приближаться, хоть и выглядит это смешно. Иногда кажется, что я магнит для собак. Может, потому что они чувствуют страх? Как-то раз шла расстроенная, с наушниками в ушах, и в один прекрасный момент заметила это. Со мной, не останавливаясь, шаг в шаг шла собака. Когда я останавливалась, она делала то же самое.
Вторая собака бежала чуть впереди. Видели бы вы недоумевающие взгляды попадающихся мне на пути прохожих. Так и проводили до дома. Хотелось бы мне знать, что это было. А что думаете вы? Поделитесь своим мнением в комментариях. В конце хочу добавить, что незнакомым собакам после всех произошедших со мной случаев я отношусь с осторожностью. А вообще, я не считаю собак плохими. Они так же, как и люди, бывают разными. Все зависит от того, в каких условиях они находятся, какое у них настроение и жизненный опыт. Если к ним относиться хорошо, воспитывать и не травмировать, то они будут добрейшими, игривыми, милыми, ласковыми. Такие собаки не вызовут чувства тревоги. С ними без опаски захочется играть и гладить их. Они будут транслировать то, что в них вложили. Если добро и радость, то хорошее настроение всем обеспечено. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Всем добра. Еще увидимся!